Китайский мохнаторукий краб уничтожил рыболовные сети по всей Европе, прогрыз дамбы в Германии и обрушил целые экосистемы в реках Британии. И все это за каких-то 30 лет после случайного попадания на континент. Европейцы потратили миллиарды на борьбу с ним и потерпели полное поражение. Но пока Запад воевал с этим крабом, Китай превратил его в индустрию стоимостью 8 миллиардов долларов в год. И именно китайцы сейчас смеются последними. Никто не придал этому значения. В XIX веке немецкие моряки заметили странных крабов в балластных водах своих судов. Балластные танки кораблей набирали воду в портах Шанхая и Гонконга, а сливали ее уже в устьях Эльбы и Рейна. Вместе с водой в европейские реки попадали личинки мохнаторукого краба, существа размером с кулак, покрытого густой щетиной на клешнях, которая в Китае считалась деликатесом, а в Европе не имела ни одного естественного врага. К 1930-му краб добрался до Британии, к 1950-му до Швеции и Финляндии. К началу 2000-х его находили уже в Испании, Италии и даже в Черном море. Скорость распространения ошеломила ученых. Один самец способен преодолеть 800 километров по рекам за один сезон. Самка откладывает до 1 миллиона яиц за один раз. Первыми почувствовали удар немецкие рыбаки на Эльбе. Один рыбак из Гамбурга подсчитал, что за сезон 1998 года потерял снаряжение на 40 тысяч марок. Крабы прогрызали сети насквозь. Не случайно, а методично, добираясь до пойманной рыбы внутри. Сети приходилось менять каждые несколько дней. Некоторые рыбаки просто бросили промысел. Но сети — это было лишь начало. Мохнаторукий краб роет норы в берегах рек и дамб. Одна особь прокапывает туннель длиной до 80 сантиметров. Когда таких особей становятся миллионы, берега буквально рассыпают. Стоимость ремонта защитных сооружений в одной только земле Бранденбург превысила несколько миллионов евро за десятилетия. В Британии ситуация приняла другой оборот. В Германии зафиксировали случаи, когда целые секции дамб проседали из-за того, что краб изрыл их изнутри. Краб добрался до Темзы и начал конкурировать с угрем. Одним из немногих видов рыб, которые не рестятся в реке. Краб поедал икру, молоть и самих угрей. Популяция европейского угря, которая и без того сокращалась из-за загрязнения, рухнула еще стремительнее. В докладе британского агентства по охране окружающей среды за 2000 год мохнаторукий краб был прямо назван одним из факторов коллапса угревого промысла на Темзе. Нидерланды попытались решить проблему радикально. В конце 90-х правительство выделило финансирование на программу отлова и уничтожения. Рыбаки расставили специальные ловушки в дельте Рейна. За первый год поймали несколько тонн краба. Краб размножался быстрее, чем его успевали уничтожать. Их перемолотили в удобрения. Программу признали провальной. Популяция не сократилась ни на процент. Во Франции краб добрался до Жеронды, главной реки региона Бордо. Виноделы и фермеры, чьи угодья примыкали к берегам, начали фиксировать обрушение оросительных каналов. В одном из районов департамента Жеронда за 3 года было зафиксировано более 100 случаев разрушения берегов, напрямую связанных с роющей активностью краба. Местные власти обратились в Париж за помощью. Париж ответил рекомендацией продолжать мониторинг. К 2010 году Европейский Союз официально внес мохнаторукого краба в список 100 наиболее опасных инвазивных видов на континенте. Это означало запрет на его разведение, транспортировку и продажу в живом виде. Логика была понятна. Нельзя допустить, чтобы кто-то случайно выпустил купленного краба в реку. Но этот запрет одновременно поставил крест на любой попытке превратить проблему в бизнес. Пока краб пожирал Европу изнутри, закон запрещал на нем зарабатывать. Пока европейские чиновники составляли доклады об ущербе, повар одного лондонского ресторана в 2012 году положил мохнаторукого краба на разделочную доску и попробовал его приготовить. Результат его удивил. Мясо оказалось плотным, сладковатым и по вкусу напоминало смесь омара с речной креветкой. Икра самок была насыщенной и жирной. Шеф-повар поставил блюдо в меню под названием «Инвазивный краб» и продал все порции за один вечер. Это был не единичный случай. В 2014 году шотландский рыбак из Инвернесса начал продавать пойманных крабов напрямую в рестораны Эдинбурга. Цена за килограмм живого краба составила 12 фунтов. Спрос превысил предложение уже в первую неделю. Рыбак расширил отлов, нанял 2 помощников и за сезон заработал больше, чем за предыдущие 3 года на традиционном промысле. Проблема заключалась в том, что британский закон запрещал продажу живого мохнаторукого краба. Продавать мертвого можно, перевозить живого нельзя. Это означало, что краб должен был умереть до того, как его купит ресторан, что резко снижало качество продукта. Морепродукты теряют вкус в течение нескольких часов после гибели. Рестораторы, которые хотели подавать краба живым, как это принято в китайской кухне, оказывались вне закона. В 2016 году группа британских рестораторов и рыбаков обратилась в парламент с петицией об изменении законодательства. Они привели конкретные цифры. Только в бассейне Темзы ежегодно можно добывать до 100 тонн краба без какого-либо ущерба для его популяции. Настолько она велика. При рыночной цене в 10-15 фунтов за килограмм это 1 000 000 фунтов в год с одной реки. Парламент петицию принял к рассмотрению и отложил.
Германия пошла другим путем. Несколько рыбацких кооперативов на Эльбе в 2018 году начали поставлять замороженного краба в азиатские рестораны Берлина и Гамбурга. Технически это не нарушало запрет на живую транспортировку. Краба варили прямо на берегу, замораживали и везли в город. Китайские и вьетнамские рестораторы раскупали партии моментально. Один кооператив из Магдебурга за 2 сезона вышел на оборот в 300 тысяч евро. Но самый радикальный эксперимент провели в Нидерландах. В 2019 году компания из Роттердама получила специальное разрешение на экспорт живого краба в Китай. Схема выглядела так. Краба ловили в дельте Рейна, помещали в специальные контейнеры с охлажденной водой и грузили на самолет до Шанхая. Время в пути 11 часов. Краб прибывал живым. В Шанхае оптовая цена составляла уже 40 евро за килограмм, в 4 раза выше европейской. Первая партия весила 800 килограммов. Ее раскупили за 2 суток. Компания немедленно увеличила объемы и начала договариваться с рыбаками по всей дельте Рейна. К концу сезона они отправили в Китай 12 тонн краба на общую сумму почти 500 000 евро. Китайские покупатели платили такие деньги не случайно. Мохнаторукий краб, выросший в чистых европейских реках, отличался от своих собратьев из загрязненных китайских водоемов. Европейский краб был крупнее, жирнее и по вкусу считался премиальным продуктом. В Шанхае его продавали в дорогих ресторанах как дикого европейского краба. И это был маркетинговый аргумент, за который состоятельные китайцы готовы были платить втрое дороже обычного. Европа случайно вырастила деликатес мирового класса в своих реках и почти упустила шанс на этом заработать. В Китае мохнаторукий краб никогда не был вредителем. Он был едой. Его ели здесь тысячи лет, варили, жарили, мариновали в рисовом вине, подавали с имбирем и уксусом. Но к середине 20 века дикая популяция краба в китайских реках резко сократилась из-за промышленного загрязнения и перелова. Спрос остался, предложение исчезло, и тогда Китай сделал то, что умеет лучше всего. Поставил природный процесс на промышленные рельсы. Первые фермы по разведению мохнаторукого краба появились в провинции Цзянсу в 70-х годах прошлого века. Озеро Янчинху площадью в несколько тысяч гектаров стало первым масштабным полигоном. Фермеры огородили участки озера сетями, запустили молоть и начали наблюдать. Краб рос быстро, ел водоросли и мелкую рыбу, не требовал дорогостоящих кормов и к осени набирал товарный вес. Первые промышленные урожаи показали, что с 1 гектара водной поверхности можно получить до 700 килограммов краба в год. К 90-м годам провинция Цзянсу превратилась в главный центр крабоводства страны. Десятки тысяч семей переориентировали свои рыбные хозяйства под выращивание краба. Государство субсидировало отрасль, выделяло кредиты на расширение ферм и строительство логистической инфраструктуры. В городе Сучжоу открылись первые специализированные крабовые рынки, где оптовые покупатели из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу закупали живой товар прямо с лодок. Ключевым событием стало создание системы сертификации озера Янчинху в 2000-х годах. Местные власти зарегистрировали географическое наименование Янчинхуский краб и установили строгие стандарты. Только краб, выращенный в водах конкретного озера, мог носить это название. Это был прямой аналог французского шампанского или итальянской пармской ветчины. Цена на сертифицированного янчинхуского краба немедленно выросла в 3-4 раза по сравнению с крабом без происхождения. Рынок отреагировал мгновенно. Появились подделки. Крабы из соседних озер и провинций, которых продавцы выдавали за янчинхуски. Власти ввели систему индивидуальной маркировки. На каждую особь надевали крошечный браслет с кодом, позволявшим отследить конкретную ферму и конкретное озеро. Покупатель мог отсканировать код прямо в магазине и увидеть данные о происхождении краба. Если бы мохнаторукий краб знал, что из него можно сделать целую индустрию, он бы, наверное, сам зарегистрировался на PlayProfi.com. Узнай, как популярные нейросети могут помочь и тебе в бизнесе. И не забудь про бонус 500 токенов при регистрации. Ссылка в описании. Эта система заработала к 2010 году и резко снизила количество подделок на рынке. Параллельно развивалась культура потребления. Осенний сезон с сентября по ноябрь стал в Китае официальным крабовым сезоном. Рестораны запускали специальные меню, корпорации дарили партнерам подарочные наборы с живыми крабами вместо алкоголя, появились крабовые фестивали в Шанхае и Нанкине. Краб превратился в статусный продукт. Способ показать достаток и уважение к гостю. Коробка из 8 крупных янчинхуских крабов стоила до $300 и считалась достойным корпоративным подарком. К 2020 году Китай производил около 800 тысяч тонн мохнаторукого краба в год. Это 95% мирового производства. Стоимость отрасли превысила $8 миллиардов. В одной только провинции Цзянсу крабоводством занималось более 100 тысяч хозяйств. Краб кормил целые города. То существо, которое Европа тратила миллиарды на уничтожение, Китай превратил в одну из самых прибыльных аквакультурных отраслей в истории страны. Разница была не в биологии краба. Она была в том, как две цивилизации решили на него смотреть. Типичная крабовая ферма в провинции Цзянсу выглядит не так, как представляет себе большинство людей. Никаких бетонных бассейнов, никакого сложного оборудования.
Это просто участок озера или затопленного рисового поля, огороженный пластиковой сеткой высотой в 1,5 метра. Сетка вкопана в дно и загнута наружу у верхнего края, чтобы краб не мог перелезть. Внутри вода, водоросли, мелкая рыба и несколько тысяч крабов-подростков, запущенных в начале весны. Именно рисовые поля стали главным открытием китайского крабоводства. В 2005 году фермеры в дельте реки Янцзы начали массово переходить на систему совместного выращивания риса и краб. Схема простая. Весной поле затапливают, высаживают рис и запускают крабовую молоть. Краб поедает сорняки и вредных насекомых. Его экскременты удобряют почву, рис создает тень и укрытие для краба. Осенью собирают оба урожая. Урожайность риса при такой системе не падает, а краб дается практически бесплатно. Дополнительный доход с той же земли. К 2015 году площадь рисово-крабовых хозяйств в Китае превысила 800 тысяч гектаров. Это территория, сопоставимая с площадью Ливана. Министерство сельского хозяйства Китая официально включило эту систему в список приоритетных агротехнологий и начало субсидировать переход на нее в других провинциях. Стартовые вложения в крабовую ферму оказались удивительно низкими. Аренда или покупка участка озера площадью в 1 гектар в провинции Цзянсу в начале 2000-х стоила несколько тысяч юаней в год. Крабовая молоть еще несколько тысяч. Сетка, несколько лодок, простые инструменты. Весь стартовый капитал укладывался в сумму, которую средняя китайская семья могла накопить за год-два. При этом с 1 гектара за сезон можно было заработать чистыми от 30 до 50 тысяч юаней, в 3-4 раза больше, чем с традиционного рыболова. Это спровоцировало настоящий переселенческий бум. Семьи из бедных внутренних провинций Аньхой, Хубэй, Хунань переезжали в Цзянсу и брали в аренду участки озер. За 10 лет с 2005 по 2015 население крабоводческих районов вокруг озера Янчанху выросло на треть. В деревнях появились новые дома, школы, дороги. Местные чиновники называли краба золотой рыбой бедной. Логистика выстроилась сама собой. Вокруг крупных крабовых районов возникли оптовые рынки, работающие круглосуточно в сезон. Самый крупный из них в городе Гаочун, провинции Цзянсу. Ежедневно в октябре обрабатывает до 100 тонн живого краба. Здесь же стоят холодильные склады, упаковочные цеха и терминалы курьерских служб. Утром краба поймали на озере, к вечеру его упаковали в специальные влажные контейнеры со льдом, ночью отправили самолетом или скоростным поездом в Своят, и на следующее утро живой краб оказывался на прилавке магазина в Пекине или Шэньчжэне за 1000 километров. Технология доставки живого краба стала отдельной индустрией. Компании разработали специальные коробки с влагоудерживающим наполнителем, поддерживающим температуру около 8 градусов. При такой температуре краб впадает в оцепенение, перестает двигаться и расходовать кислород, но остается живым до 72 часов. Это позволило доставлять краба не только по всему Китаю, но и за рубеж, в Японию, Южную Корею, Сингапур и в конечном счете обратно в Европу, откуда предок этого краба когда-то уплыл в балластных танках грузового судна. Осенью 2019 года один крупный китайский краб весом 200 граммов стоил в шанхайском супермаркете столько же, сколько килограмм говядины. Самки с икрой дороже вдвое. Коробка из 8 отборных янчанхуских крабов в подарочной упаковке продавалась за сумму, эквивалентную месячной зарплате рабочего на фабрике. И эти коробки раскупали миллионами. Крабовый рынок Китая построен на 2 сезонных пиках. Первый — в 9 месяце по лунному календарю, когда созревают самцы. Второй косят в 10, когда икра самок достигает максимальной жирности. Эти 2 месяца генерируют больше половины годового оборота всей отрасли. Рестораны в этот период вводят специальные крабовые меню и поднимают цены на 30-40%. Столики бронируют за несколько недель. Корпоративный рынок подарков стал отдельным двигателем спроса. В Китае существует традиция делового подношения. Дорогой подарок партнеру или чиновнику как знак уважения. Краб идеально вписался в эту культуру, он дорогой, скоропортящийся, его нельзя накопить или перепродать. Значит, это настоящий жест, а не инвестиция. Крупные компании закупали крабов тысячами коробок для раздачи клиентам и сотрудникам. В 2018 году объем корпоративных крабовых подарков в Китае оценивался в $1,5 миллиарда за сезон. Появился даже финансовый инструмент, которого нет нигде в мире – крабовые купоны. Компании продавали сертификаты на получение живых крабов в сезон задолго до начала отлова. Фактически это были фьючерсы на морепродукты для массового потребителя. Покупатель платил летом, краба получал осенью. Рынок крабовых купонов в 2019 году достиг объема в 5 миллиардов юаней. Часть купонов никогда не предъявлялась к оплате, люди дарили их, забывали о них или просто не успевали использовать до истечения срока. Для производителей это был чистый доход без единого пойманного краба. Электронная торговля превратила сезонный продукт в круглогодичный бизнес. Платформы Цзиндун и Таобао в 2016 году запустили специальные крабовые разделы с гарантией доставки живого краба в течение 24 часов
часов по всему Китаю. Первый же сезон через эти платформы было продано крабов на 3 миллиарда юаней. Покупатель из Урумчи за 3000 километров от ближайшего крабового озера мог заказать живого янченхузского краба к обеду и получить его живым к ужину. Инвестиции потекли в отрасль со всех сторон. Венчурные фонды вкладывали деньги в логистические стартапы, специализирующиеся на доставке живых морепродуктов. Крупные агрохолдинги скупали озерные угодья в Цзян. Страховые компании разработали специальные продукты для крабоводов, торговцы, страховку от массовой гибели поголовья из-за болезней или загрязнения воды. В 2017 году несколько крабоводческих кооперативов провинции Цзянсу вышли на биржу и привлекли сотни миллионов юаней от розничных инвесторов. Параллельно выросла целая сервисная экономика вокруг краба. В Шанхае открылись рестораны, специализирующиеся исключительно на блюдах из мохнаторукого краба. От традиционного вареного до краба в трюфельном масле и крабовой икры на тосте с фуагра. Появились крабовые кулинарные школы, где за 2 часа занятий учили правильно разделывать краба. Стоимость урока составляла $120. Косметические компании начали выпускать кремы с экстрактом крабового панциря, позиционируя их как средство против старения кожи. $8 миллиардов в год такова официальная оценка отрасли к 2020 году. Но реальный экономический эффект значительно выше, если считать смежные индустрии: упаковку, логистику, рестораны, туризм, электронную торговлю. Одно существо, случайно приплывшее в Европу в балластных танках и объявленное там биологической катастрофой, в Китае стало системообразующим элементом целой региональной экономики. Янченхузский краб стоит в 4 раза дороже краба из соседнего озера, хотя биологически это один и тот же вид. Разница целиком в воде. Озеро Янченху питается подземными источниками с высоким содержанием кальция и минералов. Температура воды в нем стабильнее, чем в соседних водоемах, а дно покрыто особым илом с богатой микрофлорой. Краб, выросший в этой воде, накапливает больше жира в икре и гонадах, его панцирь плотнее, а мясо слаще. Китайские гурманы научились отличать янченхузского краба от подделки на вкус, примерно так же, как опытный сомелье отличает бургундское от бордо. Сезон имеет значение не меньше, чем место. Краб достигает пика вкусовых качеств в очень узком временном окне. Примерно 3 недели в октябре, когда икра самок полностью созревает, а самцы набирают максимальное количество молок. До этого момента краб недостаточно жирный. После начинает тратить накопленные запасы на подготовку к зимовке. Опытные фермеры определяют готовность краба визуально: по цвету панциря, по весу относительно размера, по реакции на прикосновение. Краб, пойманный на неделю раньше оптимального срока, продается вдвое дешевле. Китайская кулинарная традиция настаивает на минимальной обработке краба. Классический способ приготовления: варка на пару ровно 8 минут для самки и 10 для самца. Никаких специй, никаких соусов в процессе готовки. Единственное сопровождение — маленькая пиала с уксусом из черной сливы, смешанным с тонко нарезанным имбирем. Этот соус не перебивает вкус, а подчеркивает сладость мяса и нейтрализует легкую горечь икры. Рецепт не менялся несколько сотен лет. Разделка краба превратилась в отдельное искусство. Правильная последовательность вскрытия панциря позволяет добраться до каждого кусочка мяса, не раздавив икру и не смешав ее с содержимым желудка. В Шанхае существуют специальные наборы инструментов для разделки мохнаторукого краба. 8 предметов из нержавеющей стали или слоновой кости, маленький молоточек, ложечки разного размера, тонкие крючки для извлечения мяса из клешней. Такой набор в подарочном исполнении стоит от 100 до нескольких тысяч долларов и сам по себе является предметом коллекции. Медицинская репутация краба в китайской традиции добавляет ему ценность. Согласно традиционной китайской медицине, мохнаторукий краб обладает охлаждающими свойствами, укрепляет костный мозг и улучшает циркуляцию крови. Его рекомендуют есть осенью именно потому, что в этот период организм готовится к зиме и нуждается в питательных веществах. Современные диетологи подтвердили часть этих утверждений. Краб действительно богат цинком, омега-3 кислотами и витамином в 12 в концентрациях, редких для пресноводных морепродуктов. Наука занялась крабом всерьез в 2010-х годах. Университет Нанкина запустил программу по селекции мохнаторукого краба, первую в своем роде. Ученые отбирали особей с наилучшими показателями жирности икры, скорости роста и устойчивости к болезням и скрещивали их между собой. За 10 лет удалось вывести линии краба, которые достигают товарного веса на 3 недели быстрее стандартного и дают на 20% больше икры. Эти линии уже поступили на коммерческие фермы. Параллельно выяснилось, что вкус краба критически зависит от кормовой базы последних 6 недель перед выловом. Фермеры, которые в финальный период кормили краба специально подобранной смесью из речных мидий, кукурузы и соевого шрота, получали продукт заметно жирнее и слаще, чем те, кто оставлял краба на естественном корме. Этот метод назвали финишным откормом, по аналогии с технологией выращивания мраморной говядины. Краб финишного откорма продается с наценкой в 30% и расходится в первые дни сезона. То, что начиналось как случайное переселение вида через океан, превратилось в объект серьезной гастрономической науки. С селекцией, стандартами качества и технологиями, которые продолжают совершенствоваться каждый сезон.
К 2020 году Китай производил 800 тысяч тонн мохнаторукого краба в год. И этого не хватало. Внутренний спрос рос быстрее, чем успевали расширяться фермы. Средний класс страны увеличивался на десятки миллионов человек ежегодно. И каждый новый представитель этого класса считал своим долгом попробовать янченхузского краба хотя бы раз в сезон. Математика была безжалостной. При населении в 1,5 миллиарда человек даже один краб на семью в год означал спрос, который не могло покрыть ни одно озеро в мире. Дефицит толкнул цены вверх с такой скоростью, что правительство было вынуждено вмешаться. В 2017 году Министерство торговли Китая выпустило официальное предупреждение о спекуляции на крабовом рынке после того, как цены на янченхузского краба за один сезон выросли на 42%. Несколько оптовых торговцев были оштрафованы за искусственное создание дефицита путем придерживания товара. Это был первый в истории случай государственного регулирования цен на краба. Китай начал смотреть за пределы собственных водоемов. Делегации из провинции Цзянсу поехали в Европу не как туристы, а как инвесторы. В 2016 году китайская компания провела переговоры с нидерландскими фермерами о создании совместного предприятия по отлову краба в дельте Рейна и прямой поставки в Шанхай. Европейцы, которые десятилетиями уничтожали краба как вредителя, внезапно обнаружили, что сидят на золотой жиле. Германия отреагировала быстрее других. В 2018 году несколько земель официально разрешили коммерческий отлов мохнаторукого краба для экспорта при условии, что краб не будет продаваться внутри страны в живом виде. Рыбаки на Эльбе, которые годами теряли деньги из-за поврежденных сетей, теперь целенаправленно ловили краба и продавали его китайским посредникам по 20 евро за килограмм. Один рыбак из Гамбурга, интервью с которым опубликовала местная газета, сообщил, что за один сезон заработал на крабе больше, чем за 3 предыдущих года на традиционном рыболовле. Но масштаб европейского производства был каплей в море по сравнению с тем, что требовал китайский рынок. Тогда взгляды обратились к другим регионам. В Северной Америке мохнаторукий краб был обнаружен в заливе Сан-Франциско еще в 1992 году. Предположительно, снова через балластные воды. К 2010-м он распространился по всему побережью и проник в реки Калифорнии. Американские экологи требовали немедленного уничтожения популяции. Китайские бизнесмены предлагали ее купить. В 2019 году калифорнийская компания получила первую лицензию на коммерческий отлов мохнаторукого краба в заливе Сан-Франциско с правом экспорта в Азию. Экологи подали в суд. Пока шли судебные разбирательства, первые контейнеры с живым калифорнийским крабом ушли в Шанхай. В китайских ресторанах его подавали как дикого американского краба с наценкой за экзотику. Блюдо стало хитом меню еще до того, как американский суд вынес решение по иску экологов. Япония столкнулась с той же дилеммой. Мохнаторукий краб давно обитал в японских реках, и местные жители традиционно его ели. Но без китайского масштаба и ажиотажа. Когда китайский спрос начал толкать экспортные цены вверх, японские рыбаки увеличили отлов. В 2018 году Япония экспортировала в Китай около 300 тонн мохнаторукого краба. В 10 больше, чем 5 годами ранее. Существо, которое расползлось по планете как биологическая катастрофа, превратилось в глобальный товар с международными цепочками поставок, биржевыми котировками и дипломатическими переговорами. Европа воевала с ним 40 лет и проиграла. Китай решил ту же задачу иначе. И создал индустрию, которая теперь возвращает краба обратно в Европу, но уже в виде валютной выручки. В 2022 году Европейский Союз начал официальное обсуждение пересмотра запрета на торговлю живым мохнаторуким крабом. Причина была прагматичной. Запрет не остановил распространение вида ни на метр, зато лишил европейских рыбаков миллионов евро потенциального дохода. Нидерланды и Германия подали совместную заявку на создание регулируемого рынка с квотами на отлов и сертификации происхождения, по образцу того, что Китай выстроил вокруг озера Янченху 20 годами ранее. Это означало полный разворот европейской политики. Вид, который официально числился в списке 100 наиболее опасных инвазивных организмов континента, предлагалось легализовать как промысловый ресурс. Аргумент был прост. Краб уже здесь, он никуда не уйдет, его популяция не сократится ни от каких запретов. Так почему бы не зарабатывать на нем, вместо того, чтобы тратить деньги на бесполезную борьбу? История краба поставила более широкий вопрос, который теперь обсуждают экологи и экономисты по всему миру. Традиционный подход к инвазивным видам строится на уничтожении: поймать, убить, не допустить распространения. Этот подход работает в первые годы после появления вида, пока популяция мала. Когда она достигает критической массы, он перестает работать полностью. Ни одна программа уничтожения инвазивного вида с развитой популяцией не увенчалась успехом нигде в мире. Китайская модель предлагает альтернативу. Если вид нельзя уничтожить, сделай его полезным. Создай спрос, выстрой инфраструктуру, введи стандарты качества и дай людям зарабатывать на отлове. Экономический интерес сам по себе становится механизмом контроля популяции. Не полного уничтожения, но удержания в управляемых границах.
Рыбак, который зарабатывает на крабе, заинтересован в том, чтобы краб был, но не в таком количестве, чтобы рухнула экосистема. Эта логика уже применяется к другим инвазивным видам. В США штат Флорида столкнулся с нашествием львиной рыбы, ядовитого хищника родом из Индийского океана, который уничтожает коралловые рифы Карибского бассейна. После того, как программы уничтожения провалились, власти легализовали ее вылов и продажу в ресторан. Флоридские повара начали включать львиную рыбу в меню, позиционируя ее как экологически ответственный выбор. Съешь хищника и спаси риф. Продажи выросли, отлов увеличился, давление на рифы частично снизилось. В Великобритании та же схема обсуждается применительно к серой белке, североамериканскому виду, который вытеснил местную рыжую белку почти по всей стране. Несколько британских поваров уже готовят блюда из серой белки и продают их как экологически осознанный продукт. Объемы пока микроскопические, но принцип тот же — превратить проблему в ресурс. Мохнаторукий краб дал этой идее самое убедительное доказательство в истории. За 100 лет он прошел путь от нежеланного пассажира в балластных танках до основы 8-миллиардной индустрии. Европа потратила десятилетия и сотни миллионов евро, пытаясь его остановить, и не остановила. Китай потратил те же десятилетия, выстраивая вокруг него экономику, и создал одну из самых успешных аквакультурных отраслей в мире. Ответ на вопрос, поставленный в начале, оказался неожиданным. Краб не стал проблемой, которую решить. Он стал зеркалом, в котором отразилось принципиальное различие в том, как разные культуры смотрят на природу, как на противника, которого нужно победить, или как на ресурс, который нужно использовать. Европа выбрала войну и проиграла. Китай выбрал партнерство и заработал миллиарды. Следующий инвазивный вид уже где-то плывет в балластных танках очередного грузового судна, и вопрос не в том, остановят ли его на границе, а в том, кто первым догадается на нем заработать.